Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодня предлагаю сделать махровые цветы из ткани. В анфас они смотрятся пышными, густыми, при этом в профиль они почти плоские. Такие цветы подойдут для проектов, где важно создать визуальный объем композиции. Сегодня я буду делать цветы с помощью вот этого набора ножей, который мне очень нравится. Из набора буду использовать 3 ножа. Для заготовок я взяла ткань Run Force, которую заранее обработала поливиниловым спиртом. Окрашивать заготовки буду 2 способами. Для первого понадобятся акваспреи, кисточка, вода, салфетки и стеклянная поверхность. Заготовки увлажняю водой и выкладываю на стекло. Убираю излишки воды, слегка промакивая салфеткой и прижимая заготовки к стеклу так, чтобы не было пузырей воздуха между заготовкой и стеклом. Получаю нужный оттенок, смешивая разные акваспреи. Наношу краску в центр заготовки и на лепестки. Кисть промываю водой и промакиваю ее салфеткой. Подсушенной кистью размываю края. Влажные окрашенные заготовки выкладываю на салфетку и оставляю до полного высыхания. Теперь второй способ окрашивания. Тонирую заготовки в центре краской штемпельных подушек. Для серединок цветов буду использовать вот этот штамп. Креплю штамп на акриловый блок. На штамп наношу чернила. Прожилки не должны быть сильно акцентированы, но у меня подушечка с черными чернилами, поэтому первую отштамповку я делаю на бумаге, а вторую на заготовке. Тем временем первые заготовки подсохли. На них я тоже ставлю прожилки. Штампы нужно ставить только на сухих заготовках.
Обрабатывать заготовки я буду на полутвердой подушке для цветоделия. Мне понадобится лапка шириной 3 мм и круглая булька диаметром 3 мм. Все заготовки увлажняю водой из пульверизатора. На изнаночной стороне заготовки провожу лапкой по левой стороне каждого лепестка от края к центру заготовки. Переворачиваю и делаю то же самое на лицевой стороне. Первая большая заготовка готова. У второй большой заготовки лепестки обрабатываю также. Затем при помощи бульки приподнимаю лепестки. Среднюю заготовку обрабатываю так же, как и предыдущую. Лепестки маленькой заготовки обрабатываю только с изнаночной стороны. Провожу булькой от края лепестка к центру заготовки. Затем заготовку переворачиваю и нажимаю булькой в центре. Все заготовки для цветов готовы. Для небольших цветов использую 2 средние заготовки и 1 маленькую. Перехожу к сборке цветов. Большие и среднюю заготовки склеиваю между собой. Лепестки располагаю в шахматном порядке. В маленькую заготовку вставляю тычинки и вклеиваю ее в цветочек.
Пышный махровый цветок готов. Цветы делаются быстро и легко, а смотрятся восхитительно. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!